Общий расклад Таро. Старинное гадание на себя. Друзья, сегодня хочу погадать с вами просто на вас, на вашу ситуацию, на то, что в поле, на то, что в фоне, на то, что в пространстве. То есть, по сути, сделать расклад не об отношениях, не о будущем, а просто вот что скажут карты из потока, как какие-то, допустим, советы, подсказки, инсайты. Может быть, просто даже может быть расклад для перевода внимания из одной плоскости бытия в другую. И, возможно, просто для того, чтобы, может быть, даже кто-то хочет отдохнуть, расслабиться. Не знаю, что будет выпадать, какие карты, сигнификаторы, какая тема здесь будет. Но настройтесь на себя, на свою ситуацию, на свой поток, да, на свои обстоятельства. И начнем. Давайте посмотрим, что идет в поле. Опять объединение какое-то туз червовый. То есть, давайте так скажем, в вашем мире вопрос объединения, но он актуален. То есть вам лучше объединяться, нежели разъединяться, примиряться, нежели ссориться. И как минимум речь идет о группе лиц. То есть коллектив, в принципе, на вас влияет очень сильно. И от того, как вы будете в коллективе находиться и как вы себя будете чувствовать в коллективе, зависит ваша дальнейшая судьба. То есть, не один человек на вас влияет, и вы, по сути, влияете не на одного человека. И многое зависит от обстоятельств в этом коллективе. Вот будет в коллективе у вас ок, да, будет и у вас ок. Будут трудности в коллективе, могут быть трудности. Если вы мужчина, то, скорее всего, вы потенциальный лидер, а если вы женщина, то за вашей спиной, как минимум, стоит некий мужчина, который, от которого, может быть, зависит и ваш успех. Почему-то у меня такое ощущение. Если вы мужчина, для вас женщина несет успех, а если вы женщина, то вы для мужчины, и в этом коллективе, и вообще, да, можете тоже принести успех. Как минимум, успех вас ждет в коллективе, и от коллектива тоже зависит ваш успех. Вообще, сейчас выпадает карта легкости, освобождения от чего-то. И где-то, может быть, перехода на какой-то другой уровень. Сделать этот переход вам не всегда легко, но возможно. И вообще в вашем поле прямо сейчас фонит облегчение, фонит сбор урожая, фонит красота, красивые, приятные ароматы, запахи, новые легкие чувства, освобождение от прошлого. Вот такое почему-то идет. Сейчас вы кого-то вспоминаете, крутите кого-то в голове в своей, но вам этого человека лучше отпустить по этой карте, вообще по этой комбинации. Гранд-сеньор, какой-то важный человек в вашем сердце застрял. Если вы мужчина сейчас, да, то вы не можете забыть, у меня почему-то такой поток, что вы не можете забыть женщину какую-то, с которой вам было очень классно, круто. А если вы женщина, здесь вы думаете о каком-то мужчине, то же самое, о котором, может быть, стоит немножко перестать думать, да, или переключить внимание на другого мужчину, да, уже в будущем у вас-то есть мужчина. А вы все равно о нем думаете еще. Вот он тут в коллективе стоит. Но как минимум то, что я говорил, какой-то начальник за спиной у женщины стоит. Вот. И выкинуть его из сердца просто так нельзя, потому как женщина, может, прям была сильно откровенна с этим мужчиной, да. Если не сказать больше, может, она ему не только там открылась там какими-то секретами, а может быть, еще и телом открывалась, да. Но, тем не менее, в вашем поле также еще и, если вы мужчина или женщина, вас интересует, будете ли вы там еще с кем-то когда-нибудь, да, с каким-то мужчиной, и будет ли вам с этим мужчиной или с этой женщиной легче или лучше, чем в предыдущих отношениях. То есть будущие отношения вас беспокоят, или интересуют. И смотрите, король червовый и дама червовая прям. Вообще, вас как минимум должно сейчас интересовать будущее отношения, которое, может, возникает из коллектива, или коллектив на эти отношения влияет. Но вы как минимум будете ли вы счастливы и вместе с женщиной королевой червовой, это если что дама кубков, и королем червовым, это если что король кубков. Смотрите, какая
Смотрите, тут у меня такое ощущение, что вы прилагаете все усилия, чтобы быть вместе, чтобы быть счастливым вместе с ней или счастливой вместе с ним. Как будто бы у вас, может быть, прям колесо фортуны крутит ваши дороги или ваши пути, или ваше движение в сторону встречи. Ну, как минимум, может быть, встретиться, готовитесь с какой-то мужчиной, женщиной в каком-то коллективе. Интересненько, интересненько. Ну, давайте посмотрим. Вот этот вот конверсацион, да. Конверсацион. Ух ты. Ой-ой-ой, тут повешенный выпал случайно. Ладно, не будем. Ну, посмотрим, где-то, может, он еще раз выпадет. Не будем его сейчас пихать во встречу. Не будем портить этот красивый расклад, да. Ну, если он уже выпал, да. Ну, и я беру на себя ответственность взять и спрятать аркан 12, да, чтобы он тут вам не мешал. Итак, ну давайте, вот это вот компания, да. Конверсацион. Конверсацион. Ну, классная карта. Смотрите. В прошлом, как минимум, есть хорошая компания. И, в принципе, если вы с этой компанией не поссорились, не испортили отношения, то все хорошо. Ну и, как минимум, чем лучше у вас с прошлой компанией отношения, тем лучше. Что это за компания? Ну, тут уж решайте сами и смотрите сами, да. Но все равно, что это компания, что это компания. Это очень хорошая карта, это уют. Поэтому в той уютной компании есть люди, которые действительно вам нужны, важны и так далее. То есть в той уютной компании есть доброжелатели, есть последователи. Они были как минимум, и они остались. Хорошо, а что у вас в прошлом в судьбе? Давайте разберемся. Что в прошлом в судьбе вашей? Ребенок уже есть какой-то. Или желание ребенка, да. Дети как минимум. Дитя даров — это дитя Пентаклей или Паш Пентаклей. То есть есть ребенок. Но и также в прошлом у вас, или в обозримом, вот в недавнем прошлом, как минимум у вас успех. Что это земельная карта, что это земельная карта. То есть вы вот как бы идете от успеха, ну, как минимум, не к самому плохому чему-то. То есть у вас, если даже был какой-то в прошлом застой, а эта карта застойная, а эта карта застольная, да, то есть тут движения особо нет. И здесь особо движения нет, они как бы замерли в предвкушении прохода. Но четверка заклинаний — это четверка жезлов, да, ну, пройти, да, вот куда-то, да. А четверка жезлов — это уют, да, или радость от совместного какого-то пребывания. Поэтому вы идете от хорошего к нехудшему. И даже если у вас был этот застой в прошлом, то шанс на то, что будет продвижение, да, или вот откроет дорога, путь откроется, да, к лучшему, то он сохранился у вас. Окей, давайте смотрите, что за облегчение, от чего облегчение, из чего облегчение у вас, или к чему это облегчение прямо сейчас. Ого. 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 Ну, смотрите, прям здесь девятка видений. Девятка видений очень хорошая карта. Это прям достижение. Достижение мечты какое-то. Легкое достижение мечты. Вот у меня почему-то идет. Идет из этого потока. И знаете как? Эта карта, она о, знаете, как комфорте души все равно. То есть вы как будто бы, знаете, у меня такое ощущение на пороге исполнения заветной мечты сейчас. Все-таки по девятке воды мы идем к чему, да? Мы идем к своей зоне комфорта и к своей какой-то радости, вот. К своей радости, к своей заветной цели. Вот я об этом. Поэтому какое облегчение? У вас как бы должно или сбыться желание, или успокоиться чем-то сердце по поводу чего-то, какого-то вопроса. Может быть, по поводу работы, может, по поводу денег, может, по поводу успеха, может быть, по поводу ребенка. То есть вам станет легче, вам уже становится легче. То есть вот. То есть вот так.
У меня вообще такое ощущение, что зарождается нечто новое. Появляется нечто новое прямо сейчас. Поэтому, смотрите, если вы очень переживаете, получится у вас в ближайшем времени или нет, можете не переживать, у вас все получится. Очень хорошие карты. 4 жезлов. Прекрасное путешествие. Ребенок. А дитя даров это, ну, всегда паш пентаклей, то есть шанс даст. И знаете, у вас как будто бы шанс на получение заветной мечты, исполнение заветной мечты. Прекрасная комбинация. Да, это может быть, кстати, мечта и отношения с мужчиной и женщиной, и любовь в том числе. Вдруг. И да, если вы переживаете по поводу того, найдет ли ваш сын или дочь любимую вторую половину свою, например, да, вот, ну, тут он долго не может расписаться, да, например. Или, ну, не расписаться, а найти себе вторую там половину, сделать предложение, то это все может произойти в ближайшем будущем. Но давайте смотреть, что с этим. Вот он повешенный. Вы знаете, а у меня вот сейчас какой-то мужчина освободится от чего-то. Вы как будто бы вот у этого мужчины были проблемы раньше, да, могут, ну, повешены. А он тут освобождается. Несвободный мужчина может освободиться. Мужчина может освободиться от проблем. То есть сам мужчина, он в прошлом был несвободный. И как минимум вот женщина себе найдет свободного мужчину, о котором мечтала, да, такой, чтобы был по душе ей, по сердцу, 9 чаш. И ему она тоже подходила, да, вот как действительно вторая половина открывается. А мужчина здесь освобождается прям повешенный, и как будто бы мужчина выходит на какие-то новые линии судьбы, на свои новые, другие, да, но более легкие, в которых нету страдания, зависимости, созависимости, каких-то, может быть, пагубных привычек, кстати. И здесь еще, кстати, мужчина может освободиться там от алкоголя, от какой-то плохой привычки. Но особенно от приворота, вот видите, душа и радость души, и не свободная, да, а от приворота, от там какой-нибудь магии, от плохого чего-то здесь может мужчина быть освобожден, кстати. Поэтому если вы, ну, вдруг делаете какие-то обряды, ритуалы, это, кстати, 4 жезлов, если вдруг делаете даже не один обряд, уже там 2, 3, 4, то у вас оно идет в правильном направлении, в плане того, что, допустим, за 12-м арканом 13-й. А 13-й, вы же знаете, что это радикальные перемены. То есть он уже не будет в повешенном состоянии, в подвешенном. То есть, по сути, этот мужчина, он исцеляется. Его материальный мир, он тоже исцеляется. Приходит в норму, да, в некую. О, 6 видений. 6 видений — это у нас прекрасная карта, которая о прошлой любви, о прошлом, о хороших чувствах, об отношениях классных. Посмотрите, какая красота, всмотритесь. Вот здесь может быть даже возвращение мужчины назад у женщины. Это о прошлом. И женщина может как бы и вернуть мужчину, а мужчина может вернуться к женщине. Это если вы о прошлом смотрите, гадаете. Ну и женщина может себе, знаете, как надумать, намечтать, нафантазировать себе мужчину, который будет свободный, не будет в треугольнике, не будет там с какими-то дурными привычками или с зависимостями какими-то от семьи, от прошлого, вот такое, знаете, потому что, ну, все мы имеем прошлое, но не у всех это прошлое не влияет на нас, да, вот не у всех это прошлое влияет на нас. Видите, как родилась такая, все мы имеем прошлое, но не у всех это прошлое влияет на нас. Такая, да, немножко абсурдная какая-то формула. Так вот, женщина и мужчина могут встретить мужчину и женщину своей мечты без каких-то дурных, плохих или ненужных кармических или жизненных обстоятельств и влияний. Вот так вот. Хорошо. Давайте посмотрим, что хорошего случится в вашей семье совсем скоро, в ближайшем будущем. Почему говорю о семье? Ну, это круг, а это круг близких людей. Или это компания близких людей. Что хорошего в ближайшем будущем? Ого, 8 испытаний, это страх какой-то. А я вам скажу, что хорошее.
что хорошее. Вас душит страх, именно душит страх по поводу того, что в семье. Так вот, можете не бояться, просто открывать глаза. То, что вы себе надумали, это всего-навсего ваши страхи. Вот то, чего вы боитесь о семье, особенно о там 4 ваших членах семьи, вот это не произойдет. Ну, как минимум, и вы, и тот, кто дышит плохо и боится смотреть правде в глаза, перестанет плохо дышать, свободно станет дышать, восстановится дыхание, заживут раны, и вы перестанете бояться то, чего бы вы боитесь о своей семье. Какой подарок готовит судьба? Смотрите, дитя даров, да, а судьба прям колесо фортуны. Вот, ну, как часто смотрят люди и думают, а когда ж уже на моей улице перевернется грузовик с чем-то хорошим, да? Вот давайте вы напишите, мне поставьте на паузу. Хочу, чтобы в моем дворе перевернулся грузовик с хорошим, и что хорошее вы там хотите. А я вам сейчас скажу с чем, да, на что стоит рассчитывать в ближайшем будущем, да. Ну, с чем может хорошим перевернуться грузовик? В хорошем смысле слова. Да что ж такое? 8 жезлов. 8 жезлов — это хлопоты. А хлопоты — это теплые хлопоты. Не знаю, вам придется похлопотать, да? Как, знаете, совы. Да, похлопать крыльями. Да? Но это влюбленность, то есть у вас будет много вариантов влюбиться. То есть это будут разные варианты и много поводов влюбиться. Хлопоты будут только хорошие. И я вам так еще скажу здесь. У вас будет вдохновение. Почему-то у меня это идет. Вдохновение. И это вдохновение даст вам возможность окрыления. Вот почему-то идет именно рифмованное поднятие. 8,8. Вы будете чувствовать, как плохое что-то уходит, и цикл плохого заканчивается. Видите, 8 развязывается. Вот эта вот ткань красного цвета, она у окончании цикла. А вот 8 развязанная, здесь 8 плохая уходит, а здесь теплая 8 приходит. То есть, как минимум, ваши отношения потеплеют. И вам станет легче реализовывать то, что хотите. И вам станет легче идти к своей цели, достигать своей зоны комфорта, своей радости в душе. И, может быть, о ком-то вы сильно тоскуете и прямо, разбиваете свое сердце. Так вот, это отойдет уже. Вы станете, знаете, как вас придет время, когда время начнет вас излечивать, да, это, может быть, и излечать, да, от слова лечить, исчислять, да, лечить, исчислять по-другому, да. То есть, по сути, будет некий подъем, и вам будет вести в разных направлениях. Это разновекторность всегда, и везет не только в одном, но и в другом. Окей. Чем порадуется сердце ваше совсем ближайшее время. Смотрите, легкость и душа прям поднимается. А здесь внутри сердца прям так тепло-тепло, хорошо, гляньте. Как будто бы, знаете, водоворот такой легкий, знаете, как будто дух перехватывает, но в середине сердца. Вот чем хорошим это обернется для вас. Угу. Здесь 10 заклинаний, а это 10 жезлов. Действительно, 10 жезлов у нас всегда это тяжелая карма. Вы будете чувствовать, что плохое позади, и что груз и тяжесть вашей судьбы и вашей кармы, она становится легкой. То есть с ваших плеч будет спадать груз, и вы перестанете ощущать, что вас преследует что-то, гнетет. Здесь такая некая, знаете, как бы такой какой-то страшный поход у ведьм, да, вот, и им это нелегко осуществить, да, а вы будете чувствовать, что ваша тяжелая часть жизни и путешествие тяжелое, оно подходит к концу, и вы действительно вот как бы на пороге, где есть то пространство, где есть мягкий диванчик, да, например, или такой красивый, тихо журчащий фонтанчик. Слышите, диванчик. Потом появляется фонтанчик. Вот, и как будто бы вам
вас перестанет преследовать, и из вашего вот этого вот поля, зоны комфорта уйдет ненужный преследующий вас человек. Может быть группа лиц, а может быть женщина или мужчина, с которым или с которой вы, ну, вам больше не нужно связываться. Вот, например, если мужчина перепробовал уже 10 женщин, то 11 ему точно подойдет. А если женщина перепробовала себя с одним мужчиной в 10 ипостасях, то она наконец-то поймет, что, возможно, это не ее мужчина. Ну, слушайте, загадывайте желание. Бьет 5 часов. Какой мужчина для вас освободится? Если смотрит женщина, вы можете увидеть образ мужчины для себя, а если смотрит мужчина, ну, это тот мужчина, который вы, да, мы же гадаем на себя. Поэтому кем вы предстанете как мужчина в новом виде и какой вас будут видеть женщины, ну и женщины будут видеть этого мужчину. Да что ж такое сегодня десятка чаш? Счастливый человек вам идет. Десятка видений, десятка воды, девятка видений, солнце здесь. Вы знаете, какой-то мужчина прямо проснется счастливым скоро. Может быть, у мужчины родится ребенок, да, вот, кстати, и он будет счастлив. Но это счастье. То есть, смотрите, мужчины вас будут видеть счастливым человеком, женщины, порадуйтесь за себя. И если вы смотрите, и вы действительно рады, из 12-го аркана перейти в десятку чаш, то почему бы нет? С другой стороны, это может быть и семейный мужчина, но счастливый. Но он освободится, этот семейный мужчина, как минимум. Ничто семейное в плохом контексте тяготить его не будет для вас, как для женщины. Ну и может быть, если там женщина долго ждет мужчину из какой-то семьи, когда же он там закончит свой бракоразводный процесс, когда он уйдет, когда он приедет, когда он там опомнится, например, или проснется от своего ну, вот этого летаргического сна. Ну вот, наконец-то дождется. То есть просыпается счастье в лике мужчины, в образе мужчины, и этот мужчина будет счастливым, и женщина, которая освободит или дождется освобождения этого мужчины, она здесь ждет, кстати, ну, будет счастлива на самом деле. Ну, окей, ну, так тоже бывает. А почему нет? Кстати, сегодня у нас гадание на себя. А я забыл вас предупредить, что ничего плохого сегодня не будет или нет. Вот напишите, я вас предупредил вначале или нет, я не помню. Чего хорошего дождется женщина, которая умеет ждать и заботиться не только о других, но и о себе? Ну тут двойка. Вы знаете, чего хорошего, она наконец-то примет и мужчину, и себя, таким, какой он есть. Ну, а учитывая то, что здесь счастье и свободный мужчина, ну, не такой уж и плохой квадрат получается. По сути, она наконец-то встретит мужчину своей мечты. И, наконец-то, что она получит, она решит тот вопрос с мужчиной, о котором она так долго мечтала, и с которым она так долго не могла решить этот вопрос. Смотрите, десятка и двойка. Двойка мечей — это сложно решимый вопрос. Кто я, да, на самом деле? Или кто ты, тот, кто в зеркале? Вот ответьте себе на вопрос, кто вы. На самом деле это очень интересно. Если вы еще не пробовали, попробуйте написать, кто вы. Ну, можете в комментарии попробовать написать. Да? Тоже неплохой такой вопросик, да, себе. Давайте посмотрим, чего вы перестанете бояться совсем скоро. Вы не будете бояться как минимум вопроса с деньгами, с вашим личным успехом в бизнесе, в делах и в работе. И, возможно, вы перестанете бояться того, что делаете своими руками. Также вы не будете бояться, может быть, окружения на работе, а может быть, последствий окружения на работе. Теперь я вам скажу, какая хорошая новость летит к вам со всех сторон. Пятерка даров. Вы начнете исцеляться, выздоравливать. Те люди и те дети в поле внимания, которые, ну, в поле вашего внимания, которые находятся, они начнут выздоравливать. Ваш финансовый поток начнет меняться в лучшую сторону. Ну, возможно, даже вы перезимуете эту зиму еще в трудностях, но вы... трудности, может быть, какой-то холод будет, да, но вы сможете справиться с этим. Это тяжелое испытание. Дьявол вам готовит его. Может готовить, потому что 10 и 5 рядышком, а здесь 13. Тяжелый аркан. Так, давайте посмотрим, на какую линию судьбы вы переходите совсем скоро.
О, здесь линия судьбы, четверка воды. Не имеет значения. Не имеет значения. Главное, чтобы вам было легко. Главное, чтобы вам было легко. И здесь, смотрите, колибри выскакивает из воды, и стрекоза рядом. То есть здесь легкость и перерождение. То есть, по сути, не важно, но главное, чтобы на этой линии судьбы у вас не было претензий к прошлому, обиды и чувства вины. Вот с этими всеми аспектами вам нужно справиться. И у вас претензия, обида и чувство вины тяготят вашу карму. Вам от этого нужно освободиться, избавиться. Стрекоза и птица колибри помогут вам в этом. Запомните. Может быть, они станут символами вашего полета и вашего перехода на новые линии жизни. Ведь стрекоза и колибри — это очень символичные фамильяры. Ну и их начертательное изображение, да, оно может быть в вашем поле. Или на татуировке, или на картинке, или изображено вами в ближайшее время. Осознанно или бессознательно, неважно. В чем суть счастья для вас в ближайшем будущем? Суть счастья в мудрости, здоровье и нахождении на самом деле себя. А ответ, кто я на самом деле, и кто моя вторая половина, и кто он или она, даст вам возможность самореализации более эффективно, более качественно, более дорого. Ваш мир станет более осознанным и из-за этого более качественным миром, более счастливым миром, более свободным миром, более осознанно реализующим карму и правильно и эффективно реализующий свою энергию, что в свою очередь приведет к исцелению вас, вашей души, вашего ближайшего окружения, вашего пространства и вашего мира, который вы будете видеть новыми, счастливыми, свободными глазами. Как вам предстоит принять себя и свою вторую половину? Как будет проявляться ваша любовь? А любовь, она вот, королева червовая и король червовый. Это будет солнечный свет. Неважно, какой сатир или какой фавн будет играть вам на своей гармонике, гармошке или на каком инструменте своей души. Вы будете сиять от счастья. А это может быть и не фавн, это может быть цернунос, но солнечный свет — это всегда проявление Творца, и вы будете любить то, что делаете. А то, что вы сделаете, будет любимо вами и другими, вашей половиной. И ваш мир засияет новыми красками. Под новые доселе неслыханные ноты вашей новой светлой жизни. Силы света обратят на ваше внимание только благодаря тому, что вы наконец-то поднимете свой взор к силам света. И ваша мудрость поведет вас к светлым мирам, к светлым мыслям, к светлым делам, поступкам и светлым тропам вашего будущего счастливого будущего, в котором вы счастливо реализуете себя, свои энергии, ритмы своего сердца, свой опыт, свою мудрость, свою любовь, страсть і безпристрастя. Щиро бажаю світла вам та вашому світові і відпустіть те, що тяготить ваше серце, і тоді ваша доля полегшує. І обов'язково в вашому серці зажеврює нова іскра бажання свідомо творити себе тим, хто ви є насправді. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Все буде добре. Па-па.